Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на узор, которым связан такой стильный современный джемпер. Узор состоит из комбинации в шахматном порядке лицевых и изнаночных петель. Очень просто и легко вяжется, запоминается быстро, а в изделии смотрится красиво и современно. Таким узором можно связать не только плечевое изделие, джемпер, кардиган, пуловер, свитер, но также и аксессуары, шапочку, шарф, носки, варежки, митинги, снуды. Я покажу, как вязать такой узор поворотными рядами и объясню, как вяжется этот узор по кругу. Друзья, перед вами схема узора, которая очень проста. Раппорт узора в ряду состоит из 4 петель. Высоту раппорт узора состоит из 4 рядов. На спице для поворотного вязания я набрала 12 петель. Это 2 раппорта узора по 4 петли, 8 петель, плюс 2 петли симметрии, которые на схеме не указаны, 10 петель. Петли симметрии нужны для того, чтобы узор одинаково начинался и одинаково заканчивался. То есть, если начинается с 2 изнаночных и должен заканчиваться 2 изнаночными. Если начинается с 2 лицевых, должен заканчиваться 2 лицевыми. И плюс 2 кромочные петли, 12 петель. При круговом вязании ваше количество петель, которые вы должны набрать, должно делиться на 4, на число петель раппорта. Кромочные петли и петли симметрии при круговом вязании набирать не нужно, но нужно набрать 1 петлю для замыкания петель в круг. Итак, я набрала на спице для поворотного вязания 12 петель, и я всегда завязываю основную нить и конец нити на узелок. Обвиваю концом нити основную нить 2 раза. Вот так сверху кладу конец нити на основную нить 1 раз, как обычно мы завязываем узелок. И тут же еще раз, точно так же, кладу конец нити на основную нить и обвиваю основную нить 2 раз. Получается так называемый ткацкий узел. И затягиваю. Такой узелок никогда не растянется. Таким узлом я зафиксировала первую петлю, чтобы она не деформировалась. Далее кромочную петлю снимаю и провязываю все петли изнаночными петлями. То есть я вяжу дополнительный подготовительный ряд перед тем, как начинать вязать узор по схеме. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Если вы вяжете классическим способом вязания, провяжите этот подготовительный ряд всеми изнаночными классическими петлями. Первую кромочную петлю я снимаю, последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Вы провязываете кромочные петли так, как вы привыкли. Я провязала подготовительный нулевой ряд. Этим я вышла на лицевую сторону, где у меня красивая косичка наборного ряда. Если вы начинаете вязать изделие, начиная с какой-либо планки или резиночки, такой подготовительный ряд провязывать не нужно. Вы начинаете вязать сразу узор по схеме с первого ряда. Кромочную петлю снимаем и вяжем первый лицевой ряд справа налево. Он вяжется одинаково и при поворотном вязании, и при круговом, по условным обозначениям схемы. 2 изнаночные вяжем, 2 лицевые.
2 изнаночные петли, 2 лицевые. Мы провязали раппорт узора и повторяем раппорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда. Столько раз повторяем раппорт узора, сколько у вас набрано раппортов. 2 изнаночные, 2 лицевые. У меня всего 2 раппорта узора. После них я вешаю маркер после своих раппортов, которые я набрала для образца. И в конце ряда после последнего раппорта провязываем 2 петли симметрии. То есть начинается с 2 изнаночных ряд и заканчиваем ряд 2 изнаночными петлями симметрия. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. И начинаем провязывать четный второй ряд. Четные ряды при круговом вязании вяжутся так же, как и нечетные, справа налево, по схеме, по ее условным обозначениям. То есть по кругу вы начинаете вязать четный ряд следующим образом: 2 изнаночные, 2 лицевые до конца ряда. При поворотном вязании кромочную петлю снимаем и далее провязываем петли по рисунку. То есть видим лицевую, вяжем лицевую. Вот видим лицевую, косичку лицевой петли, вяжем лицевую. Маркер, отделяющий петли симметрии, переснимаем. Далее видим 2 бугорка изнаночных петель. Провязываем 2 изнаночные, то есть вяжем те петли, какие видим. Вот 2 лицевые у нас, 2 косички лицевых, вяжем 2 лицевые. Вот 2 бугорка, вяжем 2 изнаночные. И так до конца ряда провязываем все петли по рисунку, 2 лицевые. И кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Работу разворачиваем на лицевую сторону и провязываем 3 лицевой ряд одинаково при круговом вязании и при поворотном вязании. Кромочную петлю снимаем и далее вяжем по условным обозначениям схемы. 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Обратите внимание, у меня правая стенка петли находится сзади. Я могла бы провязать изнаночную вот так, за заднюю стенку. Это была бы у меня открытая изнаночная петля. Я вяжу за переднюю стенку, чтобы узор был более выразительным. То есть у меня получаются изнаночные скрещенные петли, чтобы более такой фактурный узор получился. И так провязываем до конца ряда. 2 лицевые, 2 изнаночные. Маркер переснимаем и провязываем в конце ряда 2 лицевые петли, чтобы ряд начинался с 2 лицевых и заканчивался 2 лицевыми. 2 лицевые петли симметрия, кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Мы провязали 3 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и при круговом вязании вяжем 4 лицевой ряд справа налево по условным обозначениям схемы. При поворотном вязании
4 изнаночный ряд вяжем по рисунку, то есть ту петлю, какую видим. Видим изнаночную, бугорок изнаночный, вяжем изнаночную. Еще одна изнаночная петля. Переснимаем маркер, отделяющий петли симметрии. Видим 2 косички лицевых петель, 2 лицевые вяжем, то есть по рисунку. Видим 2 изнаночные, 2 бугорка изнаночных петель, вяжем 2 изнаночные. Вот 2 косички лицевых, вяжем 2 лицевые петли и 2 бугорка изнаночных петель, 2 изнаночная, кромочная петля, изнаночная петля бабушкина. Мы провязали 4 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать узор с 1 ряда, опять же по 4. То есть 5 ряд, который мы сейчас должны будем начать вязать, это как бы 1 ряд по схеме. Высоту повторяем столько раз, с 1 по 4 раз, по 4 ряд, сколько необходимо для вашего полотна. И такой у нас двухсторонний узор получается. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Узор тоже пригодится. Я буду благодарна вам за ваши добрые комментарии, за лайки, за подписки. Желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока. До новой встречи.